Всем привет! С вами снова Matt Gamer. Пока я готовлю лансера к обзору, а это, поверьте, дело нелегкое, так как он у меня абсолютно не прокачан, я хотел бы показать вам свой ангар, и топ-1 в моем ангаре занимает киллшот на джавелинах. Но это классика. Таких гадов в игре сейчас довольно много, и это самая топовая сборка на киллшоты. Пошли дальше. Второй по важности в моем ангаре это Guardian на Missile роках 8. Урон с обоймы почти 16 тысяч. То есть полный залп из двух таких малышек это почти 32 тысячи урона. Мало кто может пережить такой урон. Далее Пантера. Пантера у нас на пульс канонах. Мне они очень, кстати, нравятся. Не знаю, почему люди их не любят. Обратите внимание, что урон с обоймы почти 20 тысяч. Но выстреливает он их довольно косо и довольно долго. Далее Арес на Missile роках 6. Им я пользуюсь в крайних случаях, когда у меня уже заканчиваются все роботы. Урон с обоймы, как видим, 11480, потому что они у меня не прокачаны. Ну и в принципе я его использую довольно редко. Ну и Парагон на Стазисе. После прошлого обзора он мне нереально зашел. Вообще Стазис Бим пушка довольно уникальная. Как мы видим, 26-150 урона она выдает с обоймы. Но самое важное это максимальная дальность, 150 метров. То есть это практически снайперский ствол. Давайте же посмотрим в бою, поиграем на всех этих роботах по очереди. И начнем, естественно, с киллшота. Я всегда начинаю обычно бой с киллшота. Захватываю сразу же две точки. И потом начинаю дефать центр. Но в данном бою, как мы видим, враги спокойно отдали нам центр, поэтому у меня есть возможность простреливать перекресток, на котором обычно происходят самые лютые замесы. Вообще на киллшоте нужно играть довольно осторожно. Робот не самый крепкий, но и не самый вялый. Если отыгрывать таким образом, чтобы не получать урон, то он живет обычно до конца боя, в моем случае. Если, конечно, вас не подведут ваши союзники. Сейчас я стреляю по джаггернауту по очереди, потому что есть шанс, что полный залп весь может уйти в щит. Поэтому я сначала снял щит, а потом убил его. Вижу, что вражеская команда подавлена. 3 точки находятся под нашим контролем, и я уже начинаю наглеть. То есть лезть прям к ним на базу. Естественно, в приоритет нужно добивать подранков. Далее я буду гоняться за этим малышом. Я его в любом случае догоню, потому что от киллшота скрыться невозможно. Это самый динамичный робот в игре на сегодняшний день, благодаря его способности. Ну и вообще можно играть сразу же на несколько флангов одновременно. В этом моменте я хотел раздавить противника, но, к сожалению, его у меня подсосали. Далее накидываем уже прям на их респ. У них практически не осталось точек, одна точка. Вижу киллшота. Как видите, с полного залпа киллшот не всегда умирает. Ну а мы переходим к Парагону. На данной карте я люблю занимать именно вот этот угол на Парагоне, поскольку есть возможность накидывать по лунтикам, которые тусуются на мосту. Ну и соответственно дальность довольно большая у данного оружия. И спокойно можно воевать даже со снайперами. Если включить способности мансовать, то снайперу будет трудно на тебя прицелиться, а ты сможешь спокойно его дамажить. К тому же целиться на этой пушке практически не нужно. Нужно просто навести на силуэт врага. И вы видите сами, что луч сам находит свою цель. Также это оружие очень эффективно, как мы видим, справляется с танками. Видели, по 1600 урона в спину. Если это джаггернаут, а он вообще далеко не самый быстрый робот в игре, то при заморозке он вообще просто не может двигаться, стоит на месте, ну и, соответственно, не убежать от вас не может, не попасть в вас. Это
это уже приговор. А вот с этими мелкими крысами часто возникают проблемы, поскольку пока они в стелсе, довольно трудно навести на них луч, ну и вообще они быстрые. Снова видим Джаггернаута, ну и вот яркий пример. Робот практически не может двигаться. Соответственно, также мы помогаем таким образом своей команде, так как по неподвижной цели попасть гораздо легче не только вам, но и всем остальным. Снова Джаггернаут, вообще их развелось в игре достаточно много, не знаю, почему этот робот всем нравится, его уже давненько пофиксили, но, к сожалению, почему-то люди на нем до сих пор играют. Скиллшотами также на расстоянии проблем не возникает обычно, они не успевают к вам подъезжать, далее мы это увидим. Ну а наша команда, как мы видим, скорее всего играет ногами, поэтому мы в этом бою проиграем, поскольку мы уже потеряли практически все точки, осталась одна точка С. Но в любой непонятной ситуации нужно разрывать дистанцию, поскольку мы очень эффективно, как я говорил, работаем на дистанции. Как я и говорил, на дистанции довольно просто воевать скиллшотами. Хоть это и самый быстрый робот в игре, но от заморозки не убежать. И, соответственно, он не сможет к вам подойти, не сможет вас протаранить и просто забрать. Снова видим крысеныша, но забрать мы его, к сожалению, уже не успеем, поскольку бой проигран. Садимся на пантерку, и тут отдельная история. Многие используют пантеру как снайперского робота, я же предпочитаю использовать его в ближнем бою, поскольку его способность очень сильно помогает в замесах, вот, которые вы сейчас видите на экране, в закрытых пространствах. Я понимаю людей, которые используют его как снайпера, поскольку хп у него всего лишь 23 тысячи на 3 звездах прокачки, это очень мало. Даже с одного залпа джавелинов он, скорее всего, улетает. Но я, как видите, довольно эффективно сохраняю свое здоровье благодаря способности. Ну и, соответственно, помогаю очень сильно своей команде. Поскольку в таких замесах обычно побеждает тот, кто находится за барьером. Как мы видим, разряжаются данные стволы ровно столько, сколько стоит барьер, поэтому нам полностью хватает времени для того, чтобы скрыться. Сейчас я перебегаю на другой фланг, поскольку здесь нужна помощь моему Джаггернауту. Он воюет с МД. МД это вообще не робот, не уважаем МД. Те, кто играет на МД, вы мудаки. Вам нужно лечить своих союзников, а не просто бегать и мешаться под ногами. Тут решаю барьер не ставить. И смотрите, как быстро с двух, скажем так, сторон уходит Джаггернаут. И при этом даже я не разрядил весь магазин. Опять идем в ближний бой. Опять помогаем союзникам. Выносим всех подряд. Но, опять же, повторюсь, нужно быть очень аккуратным, играя на пантере. Вот сейчас ко мне подошел в упор киллшот, и это уже все. Это смерть, у меня шансов нет. Пересаживаемся на Гвардиана. Вообще, миссл-раки, как 6-е, так и 8-е, не очень подходят для открытых карт с большими дистанциями. Но, так как я сейчас хотел поиграть на всех своих роботах, показать на них геймплей, я начал сразу с Гвардиана. Ну и, как видите, попасть с него довольно трудно. Если это закрытая карта, например, такие карты, как в турнирах, то миссл-раки показывают себя просто великолепно. На открытых же картах попадать сложно. Кстати, вот в этом моменте у меня почему-то не опускался прицел. Я не знаю, это какой-то баг. Как я не пытался опустить, я его не смог. Ну и попасть по киллшоту, как мы видим, когда он двигается, практически невозможно. Вообще на каждой карте и на любом оружии для того, чтобы побеждать, нужно всегда воевать за центр. Но нужно делать это правильно и часто смотреть на мини-карту для того, чтобы вас не обходили. Опять же киллшот, опять же попасть в него я не смогу, к сожалению. Это, наверное, и в том числе зависит от того, что у меня довольно кривые руки. Тем не менее, мы видим, захватывает наш маячок, защищаем, опять возвращаемся на центр. Всегда воюйте за центр.
Полный залп Джаггернаута из 6 мисл-роков практически ничего ему не наносит, поскольку я уже вам показывал, они мне не прокачанные. Но, тем не менее, я его доберу. «70 метров для этого оружия — это уже практически невозможно попасть во врага. Отступаем, вижу, что вся ихняя команда лезет на гору. Сейчас мы их будем отсюда прогонять. Снова захватываем центр. Вижу по карте, что враги потихоньку подбираются к нашей точке D. Не замечаю Джаггернаута, который находится сзади, и, соответственно, погибаю. Ну и вишенка на торте — это Гвардиан на мисл-роках 8. Тут можно обойтись даже без комментариев. Это просто убийца танков. Смотрите и наслаждайтесь. На этом все. С вами был Mad Gamer. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Всем удачи!